И когда люди узнают, что директор в Словакии, например, может не получать зарплату, для них это нонсенс. Один директор реально занимался деятельностью компании, а второй 2 раза в год появился в компании, дал какой-то там приказ и все, потому что он был в Чехии. Сейчас компания решила, что этого второго директора, который из Чехии, уволит, и он претендовал на свою зарплату. Ты просто директором с момента регистрации в торговом регистре. И реально ему признали этих 4 года в рамках 1000 евро каждый месяц. Приветствую, друзья! С вами компания Lavia, Рамиль Кунакбаев и наш дорогой друг Геворг Армян. Для многих является сюрпризом, что директор в Словакии и директор в наших странах – это немножко разные понятия. То есть мы привыкли к тому, что в компании есть учредители, они учредили, значит, компанию, наняли директора, директор уже наемный работник, и он уже нанимает замов, ну и, собственно, формирует структура, люди, штат, и все работает. Вот. Соответственно, у директора он такой же наемный работник, но у него особые полномочия. Вот. И когда люди узнают, что директор в Словакии, например, может не получать зарплату, для них это нонсенс. И я предлагаю в этом видео разобрать позицию директора, конателя в Словакии, в словацком СРО с разных сторон, с точки зрения ВНЖ, миграции, ну и так далее. Знаешь, что самое главное, что он не работник. Директор, он реально не наемный. Потому что директор у нас принимается конатель, это совет директоров, можно сказать. Это орган, который есть в компании. Их может быть несколько, даже у всех могут быть одна и же функции. То есть говорим, что есть совет директоров, но все равноценные в своих правах и обязанностях. Так как это орган компании, и компания находится под юриспруденцией коммерческого кодекса, он не имеет трудовой контракт. Он реально часть компании. А если часть компании, то уже название компания, бизнес-компания, то есть это коммерческий кодекс. Коммерческий кодекс говорит, что если ты стал директором, у тебя автоматически появляется мандатный контракт. То есть контракт о поручении. То есть ты получаешь обязательство кое-что делать, иметь какие-то права с этим связаны. И также мандатный контракт Словацкой Республики, он с оплатой. Это то, что означает с оплатой, это означает, что оплата может быть 0, но по факту принимается, что мандатный контракт, он всегда с оплатой, то есть не безоплатный. И если ты директору совет учредителей не назначит оплату за его услуги, это означает, что у него 0. Но я обыкновенно стремлюсь к тому, что когда нанимаем какого-то директора и реально не будет получать никакую зарплату, и также не будет получать никакую сумму денег за свою деятельность, вписать в акт, что у него 0. Потому что мандатный контракт говорит, что какая-то сумма должна быть. Да. Если не впишешь, то может какой-то соцорган сказать: посмотри, он же работает у тебя, в кавычках, работает у тебя, ты должен какую-то сумму ему давать, а мы думаем, что ему даешь. Но если пишешь, что 0, то 0 не даешь. То есть мы можем сказать для наших зрителей, что директор Словакии – это как бы условно управляющий партнер. То есть он еще не является наемным, но мы как учредители, или я как учредитель, приглашаю его вести определенное направление, конать, соответственно, вот эту сферу, принимать все решения. И там, соответственно, если директоров будет несколько, то мы можем либо сделать их равноценными, либо же сделать… Скажу тебе пример. У меня была компания, клиент с компанией, в которой один директор реально занимался деятельностью компании, а второй 2 раза в год появился в компании, дал какой-то там приказ и все, потому что он был в Чехии. Сейчас компания решила, что этого второго директора, который из Чехии, уволит, и он претендовал на свою зарплату. Не зарплату, а отмену конателя. То есть финансовое вознаграждение директору. Подал в суд, и суд суд не говорит, что не получишь. Вопрос цены, стоимости. То есть в законе указано, ты должен получать какое-то вознаграждение. Вопрос, сколько это будет, должен решить.
Он говорил, посмотрите, вот второй директор, который 100% работает в компании, получал приблизительно там 1000 евро в месяц. Я тоже хочу свои 1000 евро 3 года назад, даже 4, потому что по коммерческому кодексу это 4 года срок годности, а по гражданскому это 3. Он говорит, я хочу возврат своих как будто зарплаты, там, вознаграждения в рамках последних 4 лет по 1000 евро в месяц. Но мы претендовали, что, посмотрите, он уже в 2 раза в год работал, а вот этот другой 100% директор, а суд сказал, ну посмотри, в законе нигде не указано, сколько процентный ты. Ты как директор, у тебя нет времени, в котором ты должен быть в офисе, нет времени отдыха, нет времени какого-то там отпуска и так далее. Ты просто директором с момента регистрации в торговом регистре. И реально ему признали этих 4 года в рамках 1000 евро каждый месяц. То есть он получил свое. Потому что закон не говорит о том, что нет зарплаты, нет вознаграждения. Есть вопрос суммы, цены этого вознаграждения. То есть мы можем сказать, вот опираясь на наше предыдущее Можешь видео... оспорить стоимость, Да, но не то, что у тебя есть право получать. И обязанность от компании выплачивать. Суд в данном случае рассматривает спор директора и компании, и как в случае с работниками, так и в случае с директором суд может больше отстаивать права как бы наемного, ну такого условного. Вопрос в том, что суд не решает, если у тебя есть право или нет. Это в законе указано, что есть право. Решает только вопрос, сколько ты получишь. Да, если бы он смог доказать, что, например, у второго директора было 200 евро, получил бы 200 евро. Без разницы, сколько дней были в этой компании. Потому что сказать, ну я пришел 2 дня в год в компанию, ну дал такую информацию, которую компанию подняла, ну как может это оценить? А тот, который делает каждый день. Почему? Потому что люди часто не понимают, что директору можно, тот, который не иностранец, потому что у иностранцев запрет со стороны закона, а иностранца, который не позволяет, когда у тебя есть ВНЖ по бизнесу, стать по трудовому контракту работником. Но ты можешь своему директору дать и работу по трудовому контракту. Как это будет? Например, 1000 евро получает за то, что он директор. Без разницы, работает, не работает. Подмена канателя. Да. Но ты хочешь от него услуги, которые не совпадают в рамках директора. То, что директор делает. Например, директор имеет обязанность подать бухгалтерию, вести отчетность и так далее. Но ты ему хочешь дать какое-то развитие какого-то бизнеса, или, я не знаю, там, подготовка людей, или какое-то там, я не знаю, программное обеспечение будет делать для компании, потому что самый крутой программист, который есть в компании. Он это может делать на трудовом контракте. Параллельно. Параллельно, да, потому что это не обязанности, которые указаны в коммерческом кодексе к директору. То есть ты, да, можешь параллельно быть директором, получать свою долю как директор, например, в процентах из оборота компании, или оборота компании. Да, без разницы как, и потом нормально получать зарплату 160 часов в месяц со всеми отпусками и так далее, так далее. Вопрос в чем? И 1000 евро и нормальную зарплату все равно налогооблагаемость как будто работник. То есть там налог, можно почти сказать, идентичный, там пару процентов разница есть, незначительный, там до 2-3%. Но ты налогооблагаемость как будто работал. Но обязанности, права, ущерба, связанные с этим, вообще другая. Ну, то есть на основании других законов все это рассматривается. Кодекса. Хорошо, тогда такой вопрос. Компания, да, вот учредители нанимают директора, директоров. Мы вот в прошлом видео рассматривали взаимоотношения с работником. У директора процедура другая. Вот, соответственно, например, директор один или директоров несколько, принятие нового директора или увольнение одного из директоров, если директор один, если директоров много, если все учредители за, если не все, вот какие-то моменты здесь. Можешь посвятить? Там, знаешь, там есть разница в том, если ты сам, то можно тебя как будто выбросить из компании, но ты все равно где-то там какой-то еще период времени должен обработать. Почему? Например, если ты абдикуешь, можно так сказать, на собрании учредителей, которые имеют право и достаточно голосов для того, чтобы выбрать другого директора, это вступает в силу сразу. Но если ты это делаешь в письменном формате, отправил компании, отправил это собранию акционеров, что ты хочешь себя уволить из этой функции, оно вступает в силу после 3 месяцев, если ты один остался. Потому что у компании, так как это не было на собрании, нет возможности сразу выбрать нового директора, компания должна быть какое-то время, и она не может остаться без директора, потому что это один из пунктов
Почему можно аннулировать компанию? Да. Но этих 3 месяца пройдут, ты можешь потом подать в торговый регистр, же посмотрите, я подал акционерам письмо, которое должно быть заверено у нотариуса. Отказ от функции директора. Они это письмо приняли, 3 месяца прошло, я хочу себя уволить. Без разницы, что не назначили нового директора. Торговый регистр тебя реально уволит из этой функции. Но если там 2 директора, и ты отправишь это письмо, и кто-то останется, автоматически это вступает в силу. То есть ситуация более сложнее, если ты сам, более простая, если ты там с кем-то. Ну, то есть, можем сказать, что есть определенные нюансы, есть как бы разница с обычным работником, потому что функция канателя, она особая, и она завязана на существовании компании, если директор один. Знаешь, там очень важно, что работника уволить почти нереально. Ну, надо там, мы же делали подкаст к этому, может посмотреть зрители. А уволить директора можешь сразу. Почему? Без разницы, что у него есть контракт, закон говорит, ты как учредитель принимаешь акт и актом его увольняешь. То есть ты можешь себе писать какой-то контракт, что мне надо 2-3 месяца уведомить и так далее, но тебе закон позволяет сразу его аннулировать. Также ему позволяет сразу выйти самому, выйти самому. То есть вот здесь в чем суть? Он может, например, не быть директором, но остаться у тебя на работе, потому что ты еще его трудовой контракт не аннулировал. А там ты не можешь его Да. То есть есть много нюансов, которые надо соблюдать с этим. Хорошо, ну, хочется отметить, что тема не такая простая, что есть очень много граней, в зависимости от того, кто вы, учредитель компании, директор компании, один из директоров компании, у вас могут быть разные возможности и обязательства. Вот. Если какие-то есть вопросы, всегда обращайтесь, всегда поможем. Знаешь, что там самое главное еще сказать зрителям, что если у них есть ВНЖ по бизнесу, они реально не могут стать работником. Это на них не работает, потому что закон иностранцев им запрещает это. Также коммерческий кодекс не знает, что это слово «работа». Он знает, что это бизнес. То есть реально люди, у которых есть ВНЖ, и они директора у своей СРО, то они, налогооблагаемость у них будет как у работников, но они не станут никогда работниками, если реально не будет у них ПМЖ. То есть они всегда останутся в функции директором под коммерческим кодексом. Если есть кому вопросы, пусть обращаются к нам. Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, комментарии, пишите вопросы. Рады будем вам помочь. Спасибо. До встречи.